Здоров, мотаны! В этом коротеньком видео я расскажу, как обычно в городе с первого взгляда определяю мотоциклистов-новичков. Понятное дело, ошибок у них намного больше, чем 5, но эти прям приводят меня в восторг. Многие новички пользуются исключительно задним тормозом. И когда я вижу такого райдера в городе, то понимаю, что, скорее всего, это самоучка. Он осваивал свой байк где-нибудь на гаражах, несколько раз переезжал передний тормоз в повороте или на песочке и теперь боится даже прикасаться к правому рычагу. Ручка газа у него негативных воспоминаний пока не вызывает, поэтому его езда ассоциируется у меня с полетом пушечного ядра. Потому что в опасной ситуации в его распоряжении будет максимум 40% тормозного потенциала мотоцикла. Естественно, такое экстренное торможение закончится либо падением, либо в чьем-то бампере. Кстати, на тему правильной техники торможения у меня есть аж 2 видео. Так, вдруг кто-то не знал. Выпущенные шасси. Вы замечали такое? Я это чаще всего вижу у начинающих спортбайкеров. Например, подлетают к светофору и метров за 100 до стоп-линии ножки уже выставлены. Точно так же на разгонах. И, конечно, мое любимое – бег в поворотах. Такие движения очень свойственны самоучкам, потому что у них пока плохо развито чувство баланса, и поэтому отсутствует хороший контроль над мотоциклом на небольших скоростях. Один мой знакомый спортбайкер очень обиделся, когда я увидел этот цирк в его исполнении перед светофором и назвал его сраным нубасом. Он привел мне кучу примеров из MotoGP, ВСБК, где, по его мнению, гонщики делают то же самое. В кольце ногу выставляют исключительно на жестком торможении перед входом в поворот. Валентино Росси, который в 2008 году первый начал это делать, объяснял это тем, что так ему удобнее находить оптимальный баланс. Многие гонщики решили, что если доктор так делает, то им тоже надо. И явление приняло массовый характер. Хотя еще тогда анализ телеметрии не выявил разницы в технике езды с ногой и без. Поэтому принято считать это неким ритуалом. Плюс таким способом гонщик перекрывает внутреннюю траекторию обгона в случае, если соперник хотел пройти в притирку. В таком контексте можно предположить, что сейчас вы увидели гонщика мирового уровня. В данный момент он ищет оптимальный баланс на жестком торможении перед светофором. А сейчас он ловит баланс при агрессивном разгоне. А сейчас он просто разминает затекшие ноги. Но с вероятностью 99,9 в периоде процентов перед вами все-таки нубас. Конвульсивные повороты. Могу поспорить, что вы неоднократно видели вот такое поведение мотоциклиста в повороте. Или вот такое. Даже новичок понимает, что для того, чтобы повернуть на мотоцикле, ему нужно его наклонить. И вот он, допустим, заезжает в левый поворот, начинает поворачивать руль влево, но мотоцикл при этом почему-то ныряет вправо. И он такой: в смысле? А ну-ка еще раз. И со стороны это выглядит вот именно такими конвульсиями. Примерно через овер дохуя времени тело адаптируется, и мы начинаем рулить более-менее правильно. Хотя мозг в такие моменты все равно не понимает, что именно сейчас происходит. Причина – это полное непонимание физики руления. Когда мотоцикл едет, он очень стабилен за счет своеобразной рулевой геометрии. Для того, чтобы повернуть, нужно его наклонить. А чтобы его наклонить, нужно искусственно нарушить это состояние равновесия. Для этого мы направляем руль в противоположную от поворота сторону. Переднее колесо при этом начинает уезжать, например, влево, в то время как центр тяжести байка двигается по прежней траектории. Это приводит к тому, что мотоцикл начинает валиться вправо. Кстати, по этой же причине на машине в поворотах нагружается внешняя пара колес. А когда нужный угол наклона достигнут, то достаточно перестать оказывать воздействие на руль, и мотоцикл снова стабилизируется.
Из непонимания физики руления берет начало и такое мракобесие. Да, за счет поперечного смещения веса мотоцикл будет менять траекторию, но он сделает это в 10 раз быстрее, если вы перестанете рулить жопой, плечами или бровями, а сделаете так, как я только что объяснил. Любимое занятие начинающего райдера во время езды – это смотреть на асфальт в паре метров от переднего колеса, на спидометр, на газульку, на бетонный отбойник и лапку переключения передач. Короче, куда угодно, кроме того места, где он хочет оказаться через несколько секунд. Я неоднократно говорил это в своих видео и повторю еще раз. При езде на мотоцикле нужно смотреть не туда, куда ты едешь в данный момент, а туда, куда ты хочешь приехать. Ну а пятую ошибку новичка я показал в самом начале этого видео. Кто внимательный, заметил. А с вами был Сергей Ланкара. Пока.